Друзья, всем привет! До начала войны в Украине, в Германии, уже находилось, уже в Германию въехало очень много просителей убежища из разных неблагополучных стран. Когда началась война в Украине, в Германию начали приезжать и украинские, в Германии их называют украинские военные беженцы. Хотя юридический статус у них другой. И если сравнивать социальные права, которые немецкие власти предоставили беженцам из стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, и мы сравним с украинскими беженцами, которые получили социальные права, то однозначно можно ответить, что украинские беженцы имеют хорошие и лучшие, наиболее выгодные условия в социальном обеспечении, нежели выходцы из стран Африки и Ближнего Востока. И как раз таки, друзья, в этом видео я вам расскажу об этом, и мы сравним вот эти социальные права, которые получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока и украинские военные беженцы. Итак, будем сравнивать самые основные услуги, такие, скажем так, которые необходимы любому человеку. Первое — это медицинское страхование. Итак, беженцы из стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, Германии, когда они прибывают на территорию ФРГ, они изначально не покрываются обязательной медицинской страховкой. Они имеют не весь перечень медицинских услуг. Они имеют ограниченные медицинские услуги, которые применяются к ним только в случае, например, острого заболевания, беременности или родов. Понимаете? То есть не могут они все лечить за счет немецкого государства. Только какие-то экстренные случаи. В случае особого заболевания или родов или беременности оплачивает эти услуги город и муниципалитет, то есть местные власти, которые на территории, в подведомстве которых находится тот или иной беженец. То есть все за него платит местная власть. То есть не федеральная власть, а местная власть именно платит. В основном этими вопросами всеми, оплатой медицинских услуг для беженцев, занимаются отделы социального обеспечения, а в некоторых муниципалитетах также отделы здравоохранения. И украинские беженцы, конечно, об этом, наверное, и не слышали. Может, и кто-то слышал, что для того, чтобы, например, беженцу из Эритреи какая-то была оказана медицинская помощь, если он заболел, то есть он должен, я не говорю, что это во всех крайсах так происходит, муниципалитетов, но в большинстве следующая схема. Он идет вначале, он заболел, у него живот заболел, то есть что-то серьезное. Он идет вначале, берет справку в отделе здравоохранения местном или в отделе социального обеспечения, о том, что это бумажечку о том, что отдел оплатит эти услуги. И потом с этим документом идет уже к врачу. Понимаете? Вот так. Украинские же беженцы, получившие временную защиту, с самого начала обеспечиваются обязательным медицинским страхованием. Те, кто не работает, я имею в виду из украинских беженцев, за них платит государство социальную страховку. Полный спектр имеют медицинских услуг, точно такой же, как и коренные граждане Германии, которые имеют паспорта немецкие. Те, кто работает, соответственно, половину оплачивает работодатель, половину оплачивают они сами. И мы видим с вами, как пенсионеры делают украинские дорогостоящие операции и так далее. То есть это понятно. Теперь пособие на ребенка. Беженцы из стран Африки и Ближнего Востока и Латинской Америки не имеют права на получение пособия на ребенка во время того, пока их ходатайство о предоставлении убежища находится в процессе рассмотрения. После только положительного решения по заявлению, когда уже он признан, ему утвердили его, скажем так, ходатайство о предоставлении убежища, сказали: да, ты беженец, мы согласны с теми доводами, которые ты там указал, мы тебе предоставляем защиту и убежище. Вот только после этого такой человек может подать заявление на получение пособия на ребенка. Украинские же беженцы сразу получают пособие на ребенка, то есть имеют право получить пособие на ребенка. То есть ему ничего не надо. То есть ему надо только показать, что он из Украины, что у него 24 параграф, и он уже имеет полное право сразу идти и писать заявление на получение пособия. То есть если у него есть на это, конечно же, права. Полные сироты из Украины, а также украинские дети, которые не знают, где находятся в настоящее время их родители, но по каким-то
причинам они оказались в Германии, они также имеют полное право получить детское пособие при наличии там, временной защиты, при наличии вида на жительство в Германии. С этим понятно. То есть видите, какие большие социальные, расширенные украинцы получают социальные права. Трудоустройство. Значит, беженцы из стран Африки, Ближнего Востока не имеют права сразу работать. То есть они должны там прожить какое-то определенное время, только после этого они допускаются уже, скажем так, к полноценному труду. Да, есть нюанс. Их могут местные власти привлекать к обязательным работам скажем так, в тех хаймах, где они проживают, выполнять работы общественные, которые им будет предоставлять муниципалитет, и оплачивается такая работа в размере 80 центов за 1 час. Это у них предусмотрено в законе. Это есть. Я об этом тоже снимал видео. Понятно. То есть все, других вопросов нет. То есть он должен получить уже одобрение, должен получить защиту, и только тогда он может там через определенное время, имея разрешение от Arbeitsführeragentur, да, этот беженец из Африки, например, только после этого он имеет право выйти на работу. То есть там еще и согласование идет, процесс согласования. Украинские же беженцы, которые имеют временную защиту, им ничего не надо, они сразу наделяются правом работать. То есть его сразу немецкий работодатель может взять и устроить на работу. Поэтому это вот основные такие причины. Поэтому мы видим, да, что украинские беженцы получают намного больше прав, социальных прав, чем беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Поэтому такая позиция, которая изначально была принята, а я напомню, что такие социальные права дали федеральное правительство вместе с представителями федеральных земель. Это в 2022 году в июне месяце произошло. Значит, и соответственно позже такая позиция федерального правительства, она вызывает разные споры среди разных чиновников немецких, депутатов и разных там немецких экспертов. Потому что многие недоумевают, а почему, на каком основании вы украинских беженцев в социальных правах приравняли с гражданами Германии. Вот. И вот сейчас до сих пор уже 3 года ведутся вот эти вот споры. Кто-то говорит, что это правильно, кто-то говорит, что это неправильно и так далее. Все мы это видим. Я об этом постоянно вам, друзья мои, рассказываю. Поэтому украинским беженцам, которые в настоящее время находятся в Германии, вообще грех жаловаться на то, что к ним плохо немецкие власти относятся. Кроме этого, хочу еще напомнить, что Германия в настоящее время, то есть по состоянию на март 2025 года, является единственной страной Европейского Союза, которая, внимание, выплачивает пособие украинским беженцам в изначальном размере. То есть она ни на цент не сократила пособие, а только увеличивает. Другие страны Европейского Союза пошли другим путем. И во многих странах пособие отменено для украинских беженцев, которые находятся на временной защите. А большинство стран это пособие полностью не отменили, но урезали до минимума. А Германия это единственная страна, которая платит пособие в изначальном размере после 3 лет нахождения украинцев на федеральной территории. Вот так, друзья мои. Что думаете вы по этой теме? Напишите свое мнение в комментариях. Справедливо ли это? Или надо было украинских беженцев приравнять, дать социальные права, как и беженцам из стран Африки и Ближнего Востока? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.